Всем привет! Сегодня, я думаю, будет заключительное видео по гриндеру, потому что уже больше показывать нечего. Есть пару изменений, которые я сделал. Одно неважное, это так я для себя сделал, а второе я расскажу. Ну и скорее всего по видео вы и поняли, о чем я сейчас буду рассказывать, по названию видео. Сейчас поближе приблизимся. Я его уже успел покрасить и одновременно замазать, потому что подшипники поставил копеечные по 40 рублей. И с них солидол летит во все стороны, с этих подшипников. Надо будет ставить высокоскоростные. И, короче, у меня и гриндеры, я всегда весь в мазуте черный. Так, изменения сделал в прошлого видео. Вот, стол. Помните, у меня стол не подходил. То есть, если в этом положении он подходил, то когда я разворачивал гриндер на 90 градусов, он у меня не подходил к ленте. То есть, у меня вот этот вот квадрат был прикручен вот сюда, к станине, сразу. И было мало места регулировок. 10-й уголок взял и уже прикрутил вот так. Теперь у меня стол получился ниже ушел и сюда в сторону. Сейчас регулировок хватает. То есть он сейчас стоит почти внизу площадки и еще хватает регулировки. И также при развороте на 90 градусов тоже еще даже приходится приподнимать. То есть если на все опускать, он ниже ленты стоит. Так что все, с этим все нормально. А сейчас переходим к основной теме видео. Итак, основная тема видео. Регулировка ленты. Я вам в прошлом видео показывал и говорил, что ленты я купил на Алиэкспрессе. То есть ленты вот такие вот, как стоит сейчас. Вот зеленые. Это подороже. Написано даже 3М. Вот. И ленты подешевле, они по 100 рублей, вот эти вот. Если при регулировке лент зеленых, ну зеленые ленты более-менее шли. То есть, когда у меня бочка здесь стояла, ну как обычно, все как у всех, ролики прямые и бочка. Вот, зеленая лента, ну более-менее регулировалась. Но при установке вот этих вот лент по дереву, они у меня сползали то в одну сторону, то в другую. Я сначала, ну и регулировки не хватало. Я сначала думал, что ленты кривоклеенные. Как обычно у нас. Китайцы виноваты, наверное, во всем. Наши руки ж не виноваты. Вот. Ну, потом переворачиваю ленту наоборот, то есть стрелками против движения, а лента ползет в ту же сторону, в которую сползала. Ну, я не знаю. Все ролики в одной плоскости. Уголком замерены. Короче, не шло. Мне один человек писал, что у меня неправильно сделан вот этот узел. То есть у меня ролик получается вот этот. Он уходит не ровно вверх от этого шкива, а наискось. Потому что ось у меня так сделана, что наискось. Вот он говорил, что нужно переделывать, чтобы было ровно. Но мы не ищем легких путей, да это и не интересно. И во-вторых, опять возиться и ничего не получится. И короче, я что подумал. Ставим бочку мы сюда. Бочка это по большому счету два конуса, сложенных друг до друга. Правильно? На обе стороны конусом идет. И я подумал, а что если сделать просто конус? И вот что я сделал. Из прямого ролика я выточил конус. Вот он что получилось. Вот такой вот конус. Да, согласен, сейчас будете, возможно, мне доказывать в комментариях, что и на конусе больше трения, потому что здесь ролик крутится, скорость у него быстрее, чем с этой стороны. Да, согласен. Но есть гриндера, заводские, не заводские, не знаю, или от там хороших мастеров, которые на ютубе рекламируются, покупайте. И в Яндексе они рекламируются, эти гриндера, где регулировка ленты происходит не подъемом туда-сюда, а вот таким перемещением. То есть наискось ролик ставится, и этим он стягивает ленту или вправо, или влево. То есть там тоже трение, но это заводское исполнение, и люди покупают, пользуются. И поэтому решил поставить вот так конус, и это сработало. Ну а бочку я поставил сюда, ее ж не выбрасывать, пусть тут будет. Вот, и теперь при установке любой ленты, ну, как вот у вас на видео теперь, достаточно только покрутить регулировочный винт чуть-чуть,
немного, и все. Все работает, все отлично. Я уже вот сейчас вот точу, и я не переживаю, я на частотнике оставляю 50 Гц. То сначала, когда я выставлял все это дело, я устанавливал 20 Гц, чтобы потихоньку, чтобы ленту не порвало, там не соскочило. Сейчас я смело ставлю 50 Гц, ставлю ленту, запускаю, и любая лента работает. Всего лишь только от того, что я поставил здесь конус. Заядлым рендеристам, возможно, это бесполезное видео. Так, просто для интереса посмотреть. А вот самодельщикам, которые делают гриндера, много просто гриндеров на ютубе. Вот правда, что человек берет кусок железа, приваривает к нему профильную трубу, втыкает в эту трубу другую трубу, к этой трубе приваривает столик и показывает, все, работает, смотрите, ура. Но никто не показывает без монтажа. Смену лент, как он на самом деле возится. И вот, или я самый жопорукий самодельщик на ютубе, или все-таки там прибрехивают ребята. Потому что, я не знаю, ну ровная площадка у меня уголком выставлена, ну, промерена она, вот эта вся у меня плоскость. Прикручена к флянцу, к двигателю. Тем более все ролики там стоят на этой же площадке. И у меня такая возня получилась. И ролики шточенные, промеренные, все. Ну, не знаю, почему они у меня сползают. Возможно, я же говорю, вот это алиэкспрессовские ленты еще. Потому что один вид лент все-таки кое-как работает нормально, а другой совсем не хотел работать. А вы все показываете ВСМовские. Надо будет вот выписать обязательно, купить ВСМовские ленты, еще проверить. Вот. А сейчас я вам без всякого монтажа покажу сначала, ну, вот, две ленты, например, две, может, третью, посмотрим. Поменяю прям без монтажа, только лишь, ну, ускоряя смену ленты. Частотник выставлен на 50 Гц сразу. Разгон у него, я не помню, я выставлял или 2, или 3 секунды. Разгоняется, тормозится. Так, вот, короче, попробуем сначала зеленые сразу, без всякого монтажа, без выключения камеры. Потом вот эти вот красненькие. И посмотрите, как он работает. Ну что, начинаем. Сейчас первую притертую ленту уже, которую я точил. Ржавчину он сбивал, железяки. Так, сейчас будет сильно громко он тарахтеть, не обращайте внимания. Просто он у меня прикручен к клеенному фанерному столу. Знаете, какие раньше были у наших матерей, у бабушек. Возможно, сейчас у кого-то есть. И эхо у него хорошее. Ну и плюс подшипники вот эти вот дешевые, они тоже тарахтят. Поэтому не обращайте внимания. Все, 50 Гц, поехали. Одна работает. А теперь вот поновее. Она пару раз только вставлялась в гриндер просто для проверки. Она еще чистая. Поверьте, если бы я ее работал, она бы здесь была уже замысканная мазутом. Работает. Но это зеленые. Они лучше красных. Сейчас красную. Первая уже тертая, замызганная. Тоже ей уже работал.
И сейчас поставим новую красную ленту. Она настолько новая. Так, где она? Криво обрезана, смотрите. Товарищи из Поднебесной, они походу ножницами ее режут. Ленты свои. Ну, сейчас посмотрим. Здесь ровно идет, а здесь, где вот он обрезок, волной лента обрезанная. Видели, да? Сейчас повторю опять то, что сказал, может не слышно было. Здесь ровно лента идет, а здесь, видать, волной обрезана, туда-сюда гуляет. Ну, нечего жалеть деньги на такие инструменты, сам виноват. Все, теперь выпишу ВСМовскую. Буду пробовать ее. Так, по ролику. Вы, наверное, видели, да, что сейчас, то есть лента идет по бочке ровно, ну, по центру, а здесь на самом краю ролика. Но это мне всего лишь нужно его подвинуть сюда. Я специально делал вот эту шпильку подлиннее. То есть у меня вот резьба, и здесь есть еще вот резьба. Шайбы подложены. То есть мне этот ролик можно двигать право, лево. Как хочешь выставлять. Но это уже так мелочи. А так, в общем-то, все тут работает теперь. Я всем доволен. Во всяком случае, нет у меня возни вот этой вот, что под каждую ленту нужно подстраиваться очень долго. Так, по нагреву роликов можно сказать кое-что. Нагрев роликов. Ведущий. Он, можно сказать, холодный. Ну, сейчас он холодный вообще, что я тут поработал. Он действительно холодный. Дальше. Ну, а дальше все зависит от диаметра ролика. Я так понял, во всяком случае, из своего сейчас опыта, что чем больше ролик, вот он у меня, обычный ролик, он нижний, самый больше диаметром, 60 с чем-то, по-моему, или 60 миллиметров. Он тоже сейчас, ну, даже и не теплый, можно сказать. Следующий по диаметру бочка. Вот он чувствуется потеплее. И следующий, на котором происходит даже трение. Ну, теплее, да, теплее бочки. То есть, чем меньше ролик, тем больше он будет греться. Поэтому есть смысл ставить сюда большие ролики. Во-первых, ресурс подшипников, во-вторых, нагрев. А нагрев это значит живучесть ленты. Во всяком случае, шва склеенного. Да, еще вот этот стол. Короче, плитка. Мне уже даже один человек тоже писал, что не смог найти плитку ровную. И у меня тоже. Вот нашел сколько плитки. Вся прогнутая внутрь. Более-менее кое-как кусок выбрал. И, ну, не нравится. Один раз стукнул по нему, кусок он откололся. И после приклеивания на эпоксидку она у меня полопалась. И полопалась, главное, интересно, не сама эмаль, а внутри керамика. Эмаль вот даже не цепляется. Ну, вы видите, вот черноты в этих трещинах нету. Блин, извините меня за пальцы такие. Гляньте, гриндер ее. Вот. Грязь сюда не попадает. То есть, получается, трещины как таковой нет. Но они проглядываются, эти трещины. И я буду делать чугун сюда. Вот, видите, они, трещинки. Такая получилась у меня игрушка теперь для мастерской. И правильно вы говорили. Когда появится гриндер, наждак можно выбросить. Честно сказать, у меня на этом месте стоял наждак. Сейчас пока наждак на полу. Но куда-нибудь я его примудрю, все равно не выкину. Наждак есть наждак. Ну и все, наверное, на этом заканчивать я буду свое видео. Пусть работает долго, радует меня. Помогает мне в моих поделках. Все, всем удачи, до новых встреч.